Сегодня мы приготовили для вас очень интересный психологический тест. Этот тест поможет вам понять, умеете ли вы сопереживать людям, умеете ли вы оказать помощь человеку, который в этом нуждается. Итак, внимательно посмотрите на эту картинку. На ней изображена собака с поникшей головой и хвостом. Ей явно чего-то не хватает для счастья. Но вот чего именно? Мысленно нарисуйте рядом с ней все то, что могло бы, по вашему мнению, поднять ей настроение. У вас есть 20 секунд. Если вы нарисовали рядом с собакой другое животное, то это означает, что самой важной помощью вы считаете умение выслушать человека, дать ему выговориться, излить свою боль. Вы всегда посочувствуете попавшему в беду другу и поможете ему советом. Если нарисованное вами животное больше собаки, то это говорит о некотором высокомерии, присущем вам. Вы не откажете человеку в помощи, но не применете указать ему на его неразумность. Ваше сочувствие будет насквозь пропитано поучениями и нотациями. Если ваше животное меньше собаки, то, скорее всего, никакой разумной помощи вы оказать не сможете. Конечно, ваше сочувствие будет искренним, но бесполезным. Если рядом с собакой вы представили человека, это говорит о вашей холодности и равнодушии. Вы относитесь к чужим проблемам и переживаниям свысока, воспринимая их как нечто инородное. Это ненужные для вас хлопоты. Если вы представили рядом с собакой конуру или подстилку, это говорит о том, что вы всегда приютите и обогреете человека, попавшего в беду. Вы не боитесь ответственности и всегда держите свое слово. Ваши друзья могут рассчитывать на вашу помощь в любой ситуации. Если вы рядом с собакой представили ошейник, поводок или намордник, то это свидетельство вашего нежелания брать на себя заботу о человеке, попавшем в беду. Вы считаете, что чужие проблемы не должны осложнять вашу жизнь и что человек должен сам себе помочь выбраться из сложной ситуации, ведь это его личное дело. Единственная помощь, которую вы способны оказать, это деньги. И, конечно же, с возвратом. Если вы рядом с собакой представили еду, косточку или миску, это говорит о том, что вы обязательно поможете человеку, попавшему в беду. Даже если он не попросит вас об этом, вы просто не можете спокойно смотреть на мучения и страдания окружающих. Особенно если знаете, что нужно сделать, чтобы помочь человеку. Правда, иной раз, ваше вмешательство бывает бесцеремонным. Однако, такая помощь все же лучше, чем никакой. Чем большим количеством предметов вы окружите собаку, тем лучше. Это означает, что ваша помощь может быть самой разнообразной. Вот и все. Большое спасибо всем за просмотр. Буду очень благодарна, если поставите лайк. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, что вы представили рядом с собакой и совпало ли описание с действительностью. Всего всем доброго!